Всем привет! Hard-use тестирование ножа Ka-Bar с клинком 7 дюймов. Очень хорошо известная всем модель. Специально была выбрана модификация с пластиковой рукояткой, потому что мы считаем, что пластик должен быть прочнее, чем наборная кожа на оригинальном USMC. Но тем не менее, это тот же самый нож. И мне кажется, всем очень интересно посмотреть, что он сможет показать в по-настоящему серьезных тестах. Нож абсолютно новый, из коробки. Нормальная острота. Режет паракорд продавливанием. Сначала проверим сизалевый канат. Практически за одно движение. Очень неплохо, приятно режет. Сталь здесь углеродка 1095. В принципе, достаточно приятно работает, даже в такой деликатной работе. Покрытие не залипает. Прекрасно в плане обычного реза. Прекрасно для такого мощного ножа. Что ж, единственный минус я вижу уже сейчас. Нету отверстия под темляк. Ну что ж, порубим так. Рубка древесины. Отлично, без особых проблем, никаких повреждений на режущей кромке. Далее рубка алюминиевой трубки. Я ожидал, что он будет врубаться сильнее, но тем не менее на режущей кромке повреждений нет. Все в полном порядке. Окей, переходим к тестированию стойкости кончика. Давайте посмотрим на кончик сверху. В принципе, из-за мощного фальш-лезвия кончик
выглядит даже немножко тонковатым в некотором роде. Ну, посмотрим. Он очень глубоко входит в древесину. Проникающая способность, конечно, у этого кончика очень злая. Ох. Ну, в целом, мне кажется, просто отлично. Кончик не погнулся. Все в порядке. Без проблем. Переходим к пробиванию металла. Нержавеющая сталь 1 миллиметр. Покрытие на кончике стало сползать. Вот эти вот повреждения недалеко от кончика уже были до этого. Я, видимо, ударил по бетону нечаянно. Немножко повредилось покрытие. Кончик. Вот самая его вершинка, возможно, кстати, замялась. Да, думаю, это видно. Нержавеющий металл 1,2 миллиметра. Ого, не пробил. Интересно. Пять ударов. Опять же, кончик в принципе целый. На самой верхушке есть повреждения. Возможно, они даже немного увеличились. Но в целом нормально. И оцинкованный металл 1,5 миллиметра толщиной. После 5 ударов по 1,5 миллиметровой железке кончик в порядке, в принципе целый, на том же уровне, каким он и был изначально. Далее у нас батонинг алюминиевой трубки. Я не знаю почему, но вот этот нож, не знаю в чем причина, геометрия, сталь, но он просто не врубается вот в этот алюминий. Я не знаю, очень странно.
Окей. Но тем не менее, как бы ни было тяжело, нож отработал. Покрытие слезло в этом участке. Но на режущей кромке каких-то особых повреждений нету. На обухе появились вмятины. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Рубка троса. Десять раз вмятины на обухе усилились неожиданно, хотя удары не были такими уж мощными. Режущая кромка в порядке. В плане режущей кромки вот тут вот, да, видно небольшое отблескивание света, но это мелочи. Вот на обухе вмятины гораздо более серьезные. Переходим к батонингу. Очень неплохо он входит в дерево. Оу, вау. Вот это неожиданно. Это было очень неожиданно. На сломе структура стали просто прекрасная на самом деле. Я хочу сказать, что очень однородная структура здесь. Но это еще больше меня удивляет, понимая тот факт, что нож просто разломался. Обратите внимание, то есть вот здесь вот, конечно, пошла очень сильная деформация из-за ударов по обуху. Вот так вот выглядит обух. Но, конечно, я не ожидал, что углеродка вот так вот лопнет. Причем слом, ну просто супер однородный. Даже не знаю, что сказать. Ну, вот так вот неожиданно закончился этот тест, честно говоря. Я ожидал гораздо больше от углеродки. Кстати, здесь вот можно заметить, как пошел перекос рукояти клинка. Вот здесь вот рукоять стала отставать от клинка. Чуть-чуть дальше. То есть нож стал как бы вот так.
Обратите внимание, как бы клинок как бы задран вверх по отношению к рукояти, такое V-образная структура, и такого не было изначально. Хвостовик здесь тоже стал деформироваться, но очень жаль. Ну так тоже бывает. Все, спасибо за просмотр, пока, бай-бай. Еще немножко посмотрим на обломки в макро. Нож также искривился немного в бок тоже. И посмотрим на обух. Мне кажется, что повреждения на обухе и стали вот отправной точкой для разлома этого клинка. Все, пока, бай-бай.